Всем привет, это Саня. Заходите ко мне на Twitch, стримлю почти каждый день, а также подписывайтесь на телегу, там ID билдов. Приятного просмотра. Все, го, короче. Вчера сделал голосование на тирлист, 95% тирлист хотели, пацаны. Так что ради большинства мы делаем эту грязь. Прям сейчас, типа. Прям сейчас мы делаем эту грязь. Короче, Абрамс. Терес, по-любому. И в компете, и в паблике, имба. Просто там, не знаю, в линию он хорошо стоит, ресы бесконечные, музыку надо потише, да, наверное. Бесконечные ресурсы, хорошая линия, может подкачаться, купить Phantom Strike, типа даже бот на нем справится. Просто купил Phantom Strike, просто ходишь, бедняков шотаешь. Просто по ARB билду братику. Просто абсолютно имба для паблика, для компета. Аполло. Аполло, кстати, не знаю. Я думаю, Аполло где-то типа А или Б. Аполло пока непонятный герой для меня. У него как бы есть дэмэдж, там эскейп есть, тяжеловато его убить, не знаю. В компете такой, типа, средненький тоже. Но я думаю, Б ему место. Линию нормально стоит. В файтах, типа, полезный. Ну, такой, просто его место тир Б. Бипчик. Бипстер. Ну, С или Б. Думаю, Б. Тут тоже средний герой просто. Теперь бомбу нельзя заремуверить. Она теперь падает на землю. Тоже хороший бафчик его. Бипоп. В компете тоже неплохой герой. Ну, просто Б. Типа, оверолл Б герой. Билли. Блин, не знаю, но думаю, не может он быть Б. Это сильный герой. В компете он еще сильнее, чем в паблике. Ну, типа, засолить на нем тяжело будет паблик. Это такой тимфайт герой, какой-то командный, что-то придумать. Но в Б я не могу его поставить. Это сильный герой. Хороший герой, хороший. Калика, я думаю, С. Или вообще Д. Калика С или Д, пацаны, как думаете? Ну, Калика мертвый, конечно, герой. Наверное, Д. Она играбельная, но просто в сравнении с другими героями она, наверное, Д. С. Го пока в Д поставим, потом посмотрим, как остальные герои пойдут. Целеста С. Ну, просто имба. Ее, конечно, там поднерфили, но она все еще конченая имба. Не знаю, что еще по поводу нее сказать. Просто был слишком имбовый герой. Ее немного порезали, она все еще имба и для паблика, и в компете просто терес, просто имбушечка. Выше Абрамса? Не, думаю, Абрамс имбови и проще. Но именно для паблика, как не знаю, но в целом оверолл Абрамс сильнее, чем Целеста. Дорман Д, мертвый герой, когда запретили ему урну носить. Больше не играбельный вообще герой. 47% винрейта, ну, я не знаю. Я не знаю, низкий винрейт, ну, что могу сказать. Я не знаю, как на ней может быть низкий винрейт, а просто абсолютно имба. Как найти билд на хизу? Пока нет билда моего, но скоро сделаю. Я по билду АБЛ пока что играю. Если по билду Магомеда, не знаю, насколько это сильно. Это тоже скрытый пул билд. Ну, типа, ты просто стоишь. Музыку, наверное, вообще, да, офнуть надо? Или нет? Что хотел сказать? Ну, просто стоишь, ты не можешь сам напасть, типа, тяжело. Ждешь, пока челы до твою половину зайдут, или, ну, как-то... Понятно, что это не очень слабо по билду в Магомеда, типа, это, ну так, более-менее нормально, но все равно. Герой слабый для меня. Дрифтер, думаю, в паблике Тирес, но... Или Тира. Ну, лучше Билли в паблике он. Пока его сюда поставим, maybe в S его перемещу. Хороший герой, линию нормально стоит. Героев убивать может. В лейте сильный. Все, что для паблика надо. Ульта на Масфайт тоже очень сильная. Я думаю, хороший герой. Динамо Д. Думаю, лучше Калики. В паблике, в лейте может просто блэхолом своим как-то развернуть игру. А в целом слабый герой. Ну, типа, в лейте есть шанс выиграть там, не знаю. Грифса. Ну, Грифса, я думаю, лучше Динамо. Но для меня она Д. Но возможно, С. На лоу ПТС, тем более, типа, не Д. Там вроде раки на ней делают грязь. Что не так с Динамо, ну, просто очень слабый герой. У Блэхола слишком огромная КД. Блэхол очень легко доджить, прям, ну, типа, легко под него не подставиться. Нечего герою в игре делать. Тяжело играть прям на Динамо. Талон. Вот Талон, кстати, сейчас врывается в игру нормально. Но как для паблика. Вот прям как для паблика, он в лейте. Если игра в лейт зайдет, ты не засолишь уже. Ты не можешь убить там всех героев этими стрелочками. Но в компете хороший герой, он и такой линию сильно стоит, и под стомпит так неплохо игру. Ну, думаю, вот здесь, либо вот здесь. Что думаете, пацаны? А или Б? Слабее Билли, сильнее Аполло. Вот я думаю так. Неплохой герой сейчас, потому что ему... почему он стал сильнее? Потому что ему 10 спирита сделали на ульту. Когда убиваешь ульты, 10 спирита получаешь. Вот для паблика Хиза... В основном для людей, я думаю, это такой себе герой. Ну, типа, на ней раки не смогут солить. Но как если ты, ну... На лоу ПТС, я думаю, это не такой сильный герой. Именно как, ну, как он должен играться в кетч там и так далее, типа. Там челы, скорее всего, не смогут на ней так хорошо играть. Там надо на карту смотреть, там, аимить, предметы хорошие покупать. Так что Киза именно на лоу ПТС, я думаю, такой себе. Но в целом,
Вот мне очень нравится на паблике на этом герое играть. Типа для меня в пабликах самые мои любимые герои это Хиза, Сильвер, Лэш. Ну, на данный момент это герои, которые и в начале сильные, и в лейте могут солить. Поэтому Хиза для меня лучший дрифтером. Но это паблик, чисто паблик. В компете так она не работает. Как объяснить? Вот да возьму, например, дрифтера. Он сильный на лайне там, может и в соло героев убивать. И в лейте, даже если ты бобер, ты просто нажмешь ульту и сделаешь какой-то импакт. Хиза, конечно, не такая. Но я же не могу Хизу оценивать ниже, потому что она сложнее, правильно? Это же сильный герой. Почему в компете не работает? Потому что, во-первых, никто не подставляется. Во-вторых, ну, подкетчит и. Во-вторых, потому что, ну, мета просто жирных героев каких-то таких. Тяжело на ней играть. Тяжело в компете кого-то кетчить. Там, типа... Особо герои не подставляются, и игра под тимфайт постоянно сводится, тяжело кого-то закетчить. А тимфайт герой, ну, не особо прям сильный. Просто на хизе вот правильно надо играть, не как там, ну, не стоять сайт, фармить ФПК. Ну, надо просто пытаться находить действия, линию она очень хорошо стоит, находить действия по мапе, что-то пытаться сделать красиво. На ней можно реально прям очень много импакта делать. И в лейте, если ты по игре не выпал, ты в лейте очень сильный. Да, тебя могут стереть, типа, ну, на хизе в лейте надо с умом играть, надо не подставиться под кнопки, надо в хорошего героя напасть. Но при этом, если ты умеешь на ней играть, это очень сильный герой в лейте. Холидей. Ну, Холидей, вот сюда поставлю. Бибоп лучше, я думаю. Аполло лучше. Холидей слабее. Думаю, справедливое ей место. Я на ней вчера сыграл, или когда позавчера мы стримили, да? Ну, играбельный герой. Если нравится, можно играть. Я на ней поиграл, типа, да, она слабее, чем там Целеста, ну, кто угодно вот отсюда. Но весело на ней прыгаешь, бочки кидаешь, вначале много урона, в лейте под кетч больше играешь. Инфернус, я думаю, вот здесь, либо вот здесь. Грейса, я думаю, даже сильнее Инфернуса, это прям мертвейшее говно. Ну, думаю, вот здесь. Думаю, Д он не заслуживает. Ну, или ладно, Д. Да, парни, можешь про Инфернуса больше рассказать? Ну, просто понерфили. Раньше ты, когда третий спел настакивал на нем, ну, ты, допустим, поджег человека, он от тебя убегает, неважно на каком расстоянии, ты дал ему одну пулю, и пассивка полностью обновляется. А сейчас нужно много выстрелов дать, чтобы она обновилась. И при этом это, ну, насколько я помню, с расстоянием это уменьшается, типа. Так что... И урон ему там везде нерфили еще. Так что слабый герой очень. Айви. Ну, не знаю. Айви тоже лютое говно, конечно. Ну, керри она может играть, но как керри есть Гиста, Варден, Мираж, кто-нибудь еще наверняка. Риса, я не знаю. Ну, все будут сильнее, чем Айви из этих героев, не? Не думаю, что. Ну, Айви вот здесь. Айви вот здесь. Ты на ней можешь высолить паблик, как керри, понятное дело. Но суть в том, что куча керри сильнее тебя, типа. Как керри этот герой работает в лейте, но ты... Но лайн слабый, типа, можешь дефать линию, да. Early импакт какой-то делать очень тяжело, не закещить никого, ничего нет. Типа, просто сплитпушишь, там файт, может на ульте пролететь, но это все тухло. Как керри она, ну, в лейте она может делать много импакта. Но я не считаю, из-за того, что она в лейте делает много импакта, ее надо выше ставить, потому что остальные керри делают еще больше импакта и по игре, и в лейте. Поехали. Келвин, мертвейшее говно. Хуже калики, я думаю. Ну, в компете может сработать, наверное, в какой-нибудь драфт, но в паблике, не знаю, не советую вам на нем играть. Жопа боль на нем будет играть. Гейста. Гейста хороший очень герой, прям очень хороший. Думаю, ей здесь место. Ну, как керри, она просто... Блин, ну для паблика... Ну, как керри, вот как керри, она сильная, типа. Вот сравнить ее с Гейстой, она намного лучше. Ой, с Айви, она посильнее, мне кажется. Но как для паблика, я бы... Ну, если вы керри, допустим, на Гейсте вам с кайфом будет играть. Но мне на гисте, я керри, но я не хочу на гисте паблик играть, просто на ней надо фармить. Мне это, ну, не особо интересно в паблике. Лэш, вот Лэш очень сильный герой, думаю, здесь ему место. Сильнее дрифтера. Ну, прям в паблике не знаю, но вот общее мое впечатление, что Лэш сильнее дрифтера. Да не контрится он легко контрспеллом, ну, в смысле, против меня в каждой игре контрспеллы покупают, что я от этого играть не могу. Конечно, все, ну, я дальше нормально играю, типа, ну, ультануть тяжело, ну, ты ждешь, если контрспеллы против себя, ты не начинаешь файт с ульты, ты просто, ну, файтишься с пацанами, там, третий, первый, кайтишь, и потом в моменте, когда файт уже идет какое-то время, просто, если момент подставляется, ультуешь. Магинис, худшее дерьмо. Но она лучше Келлина, я думаю. Не знаю, я не могу Магини здраво оценить. Возможно, это не такой плохой герой, как я думаю, но я не могу ее здраво оценить. Я на ней не играю, на ней вообще никто не играет. Мне тяжело понять, насколько это сильный или слабый герой. Мина. Ну, Мина хороший герой. Но в паблике ты на ней не высолишь особо. Тебе надо, чтобы паблик высолить на ней, тебе надо выиграть линию и дальше стомпить, там, фармить крипов, быстро как-то набирать нетворс. Если у тебя равный нетворс с врагами, ты не можешь прям соло убивать всех. Тебе надо нетворс больше. Тяжело на мини в соло паблик выиграть из-за этого. Если с тобой на лайне какой-то бобер стоит, вы лайн не застомпили, уже все. Ты уже в соло не можешь выигрывать, уже очень тяжело становится.
Я думаю, ей место вот здесь. Гиста, если там лайн не выиграла или ровно постояла, она просто фармит, и в лейте она очень сильная, а Мина не так. Мина в лейте не настолько сильная, как Гиста с предметами. Поэтому я считаю, вот так справедливо ее поставить. Мираж лучше Гисты. Ну блин, вот в паблик тоже, вот тяжело понять. Мираж хороший герой. Но паблик я на нем особо не играю, потому что мне не интересно это. На нем надо просто фармить. Ты не можешь сам нападать, прям что-то гига импактить. Ну ты просто фармишь. Это как керри, понимаете? Вот как керри. Не знаю, тяжело оценить Гисту, Миража. Я на них не играю, потому что, ну, на них скучно мне играть в паблике. Я хочу нападать, веселиться, драться. И чтобы я в лейте сильный был. Я так для себя героя выбираю. Но Мираж, ну, это он не так работает. Но при этом это хороший герой. Но если я его поставлю в Б, то и Гисту надо в Б по этой логике ставить, потому что это одинаковые герои. Но Мираж чуть сильнее Гисты. Керри, просто сейчас вообще все керри слабые в игре. Ты не можешь прям высаливать уже катки так, как раньше. Ну, в лейте ты высалишь, понятно. Но если тебя там быстро снесут, ты не так сильно линию стоишь на этих героях. Типа, тухловато. Макрил. Ну, Макрил вот здесь. Ты можешь кетчить, вот здесь, думаю. Можешь кетчить, бегать, прыгать. И это все, что ты можешь, в принципе. Грейс сильнее Хизы. Нет, чем, это лютое говно герой. Гонекс, Пейджа в паблике сильный герой. Но суть в том, что в паблике на саппорте, в принципе, тяжело выиграть в соло. Она делает очень много импакта. Но, допустим, в компете она еще намного сильнее, чем в паблике. И типа паблик тяжело на сапе в целом играть. Ты будешь иметь винрейт больше 50%, если ты сильный. Но прям выигрывать много ты не будешь. Но герой очень сильный. Ну, вот так его где-то поставлю. Герой вообще не слабый. Ванекс, Парадокс. От Парадокс в паблике, я думаю, лучше даже Миража. Надо было это вначале сказать, но типа, как я оцениваю героя? Насколько он сильный на линии, насколько он импактит в Early, и насколько он сильный в лейте. И типа это все факторы я беру в счет и так оцениваю героя. Парадокс хорошо стоит линию, делает кучу импакта в early, там в мидгейме, и в лейте это тоже герой не выпадает. Там 2 бомбы в лейте появляются. Убить его тяжело, там варпстоун у него, карабин, ну не так просто убить. Кетчить он также может, урона у него немало. Так что для паблика я считаю, на нем, допустим, выиграть игру легче, чем на Мирже или на Гисте. Потому что на Мирже и на Гисте игра не прямо от тебя зависит. Но ты просто фармишь крипов. Ты можешь сделать чуть больше, чем вражеский керри. Но ты просто фармишь крипов. А на Парадоксе ты можешь сделать больше. Ты можешь лайн выиграть, ты можешь быть большим нетворсом, ты можешь бегать, убивать врагов. Типа много причин, почему он лучше, по моему мнению. Вот как Хиза. Но Хиза еще выше. Хиза для меня такая, как Парадокс, но еще сильнее. Она также сильная линию стоит. Может фармить, может кетчить, может соло лейт выигрывать. Покет. Ну, Покет, кстати, хороший очень герой и для паблика, и для компета. Сюда, я думаю, ему место. Или даже сюда. Вот сюда, я думаю. При этом, ну, это для паблика. В компете ему, например, это то же самое место. Но для паблика это очень сильный герой. И уметь на нем играть вообще не надо. Типа, на нем каждый бобер справится. Рэм. Но Рэм, как для паблика, я думаю, чуть лучше PG, потому что у тебя будет просто больше нетворса. Будешь просто в коробке фармить, и чуть-чуть больше от тебя будет в игре зависеть, как для паблика. А как в компете, я не знаю, какой из этих героев сильнее. Теон. Ну, не знаю. Как для паблика, на нем пацаны, раки всякие солят катки. Просто в моем понимании это лютое дерьмо, герой неиграбельное. Но челики, всякие там ГВС, еще кто-то на нем много играет, много делает импакта в игре. Но по моему мнению это лютое дерьмо. Но на нем легко сделать импакт. Го Севена, короче, ставить. Перед Грейсой, наверное. Я, допустим, на Севене никогда в жизни бы сейчас паблик не играл, пока его не бафнут. Для меня это лютое дерьмо. Но при этом челики постоянно на нем делают много импакта в пабликах. И винрейт у него хороший. Шиф. Ну, Шиф, я думаю, для соло паблика вот здесь должен стоять. Он может солить катки прям спокойно. Силер, понятно. Много на ней играл, это очевидно. Очевидно, топ-1 герой. И на стримах я на ней играл, кто смотрел, тот знает. Но он просто нечестный герой, и все. Задрот на синке, я думаю, сделает вот это вот так импакт. Хуже Севена, лучше Холидей. Винатор. Но Винатор через керри говно герой. Но вот этот билд с пилишками, когда ему добавили стан duration чуть, сколько ему там добавили? 0.5 или 0.25? Ну, короче, суть в том, что он после второго спелла теперь успевает хэви милишку воткнуть, и чел не успевает запэрить. И теперь этот герой неплохой стал. Виктор. Блин, возможно, он даже слабее Севена, если честно. Я так подумал. Ты не можешь прям вообще заимпактить в игре, кроме как бить крипов. Ты не можешь даже засплитпушить. Ты всегда сдохнешь на сплитпуше. Даже если ты каким-то чудом снесешь волкера, ты все равно умрешь. Вот здесь, наверное. Ну, просто в лейте сильный герой. Лайн так чуть-чуть более-менее стоит и просто качается. И в лейте много импакта делает. Но и то, в лейте Гиста, Мираж опять же сильнее будут. Поэтому он и ниже находится. Виндикта. Я даже не знаю, что хуже, Виндикта или Дорман. Хотя, вот, наверное, так, да? Виндикта, наверное, лучше Кельна, но Дорман еще хуже. Скорее всего, так.
Просто на нем никто не играет, я даже не могу силу его определить. Не знаю, я думаю вот сюда, даже слабее Грейсы. Не знаю, вообще нереально. Очень тяжело силу его определить, на нем вообще никто не играет всем. Ну, Вайпер, кстати, неплохой герой. Ну, на нем просто Рак не сможет сыграть хорошо. Ну, хотя, не знаю, может, сможет. Но Вайпер неплохой герой. Парадокс черского билд. Ну, обычный там, как у Таса билд, просто там чуть-чуть в ган, там слоинхек, чуть-чуть зеленого. Просто там дерешься, кечишь там и так далее. Там у Таса билд вроде нормальный. Варденко. Ну, вот здесь, я думаю, будет это место. Ну, это просто наравне с этими керри, понимаете? Вот эти три героя, они взаимозаменяемые. Они в паблике просто одинаковые. Ты в паблике одинаковый. Но Варден чуть лучше линию стоит, чем эти герои. Варден сильнее на лайне. Но они просто фармят и просто в лейте могут выиграть игру. И все, типа. Но в паблике, вот мне впадло так играть. Я хочу импактить в игре на протяжении всей игры, а не только в лейте. В Рейса. Но Рейса хуже этих героев, я думаю. Ну, хотя вот сюда я бы ее и поставил. На ней легче выиграть, чем на Билли, я думаю. Ну, хотя не знаю. Вот так поставлю. Бриса сейчас слабенькая. Ну, это просто керри. В игре, ну, просто все керри сейчас не сильные. Сейчас на всех керри достаточно тяжело паблик выиграть. Только нафармить в лейте и сделать импакт. Верли прям супер тащить, ну, нереально. Из-за этого мне впадло на таких героях играть. Но, не знаю. Ямато неплохой герой. На ней и подсолить можно, и мидбосса подсобрать, и линию выиграть. Но на ней надо прям очень хорошо уметь играть. Вот Ямато играется тем, что ты выигрываешь линию всегда, и дальше не ошибаешься. И потом через мидбосса игру выигрываешь. Главное выиграть линию, и дальше просто подфармивать, не ошибаться. Как-то, ну, там убивать чуть по чуть везде, там драться с командой, не подставляться. И выигрывать через мидбосса игру. На ней нужно прям уметь играть. На ней надо, ну, типа, надо думать головой, когда играешь. Нельзя, типа, на ней играть, не думая. Думаю, вот здесь ей место. Или вот здесь. На ней каждый рак сделает кучу импакта. Ну ладно, на самом деле нет, неправда. На ней рак линию сольет и 0.10 будет бегать. Ну, короче, такой герой, я уже объяснил. Просто надо хорошо поставить линию и выиграть игру через мидбосса. Как-то так надо на ней играть. Как Ямато ниже Шива. Ну, Шиву больше легче импакт делать в паблике. Вот я оцениваю, как типа, вот я сильный игрок на Шиве, и я сильный игрок на Ямато. На Шиве я буду идти и убивать пацанов просто нон-стоп. На Ямато так уже не получится делать. На Ямато уже надо, ну, держать, я не знаю, ты не можешь просто бежать во врагов. Ну, надо как-то мидбосса ждать, там, надо, ну, с умом надо играть. А на Шиве не так, типа, если ты на Шиве, ну, имеешь нетворство, ты просто за пацанами бежишь и убиваешь их. На Рефе же настолько много нетворства надо, чтобы импактить. А на Гисте, на Мирже, на Вардне. Как ты определил, что именно на Рефе не надо, а на Гисте, Вардне, Мирже надо? Нет, бро, ну, просто из-за дверей герой сильный. Не, ну, понятно, ну, что он может там и сетапить через двери с командой. Ну, в паблике это, ну, шлак прям. Ну, снесешь ты тир-1, ну, а дальше что, фотографировать будешь просто? Ладно, го поставим, знаете, чем? Покета выше Шива. И мину, наверное, выше Шива. А вот это так оставим. Все, я думаю, вот так чуть лучше будет. Покет сильный? Сильный. Не, он всю игру импактит. Хотя, кстати, как для паблика, я бы Вардена ниже в рейсы поставил. Ну, на Вардене в паблике тяжелее играть. На рейсе ты более самостоятельный. Ты в соло убить героя можешь где-то легко с капаситором. Фармишь ты, ну, не медленнее Вардена. И убить тебя тяжелее, чем Варденом. Но, возможно, Рейса, как для паблика, лучше и Гисты, и Миража. Если с такой логикой смотреть, Рейса более самостоятельный герой, чем эти все. Ну, вот так, наверное, лучше, да, поставить. Почему плохой герой? Виндикта? Ну, потому что может в лейте играть только через ган, но ты можешь вначале купить спирит, там, к лейту в ган выходить, но... Все твои там 50 тысяч нетворса законтрятся одним металскином, при этом ты не можешь... Вот, допустим, Хизу покупают металскин, там, дрифтера, я не знаю, в Ризу, в Миража, в Гейсту. Ну, ты не умираешь за секунду. Вот смотрите, на Виндикте ты напал в чела, он нажал металскин. Все, ты уже без флая, все, ты уже, ну, все, ты проиграл игру. На Хизе ты нажал курсус и снял металскин. На Резе, на Мираже, на Гисте ты просто, ну, дальше дерешься, кайтишь, ты можешь пожить, ты можешь, ну, тебя тяжелее убить. И при этом у Резы и Миража есть очень много дэмэджа сквозь металскин. Поэтому вот так. Виндикта, ну, худшее говно, а не герой. Очень слабый герой. Самый веселый. Не знаю, что значит самый веселый. Как для меня это кейс Сильверлэш. Для меня весело что? Сильная линия. 1. 2. Типа, может и подкачаться, и сделать много импакта в Верли. Типа, ну, сильный герой в Верли. И 3. Сильный герой в лейте. Все эти 3 героя для меня подходят. И при этом мне на них интересно. На Абрамсе, допустим, мне не очень интересно играть. На Целесте как-то, ну, типа, тоже. На Дрифтере как-то тоже. Поэтому для меня кейс слэш Сильвер самый интересный. Ну, я, допустим, в паблике бы это... Ну, в паблике саппорты просто в целом, ну, не сильные. Типа, я бы на саппортах, допустим, не стал паблик играть. Но какой-нибудь рак...
паблике, ну, типа, если у него маленький ранг, то на этих героях он сделает очень много импакта. Но я от своего лица оцениваю, типа, я на этих героях никогда не выиграю, даже если я буду на них сильно играть, я все равно не буду выигрывать на них. Поэтому я их сюда поставил. Ну, я просто надо делать больше импакта, чем может саппорт в паблике. Это хорошие герои для саппорта. Если саппорт, это лучшие герои, вот два. Ну, Динамо там, может, на маленьком ПТС, или если ты рак, будет сильный. На нем просто в лейте нажать блокхол и все. Но если ты, типа, среднестатистический здравомыслящий игрок, ты не сможешь сделать на нем очень много импакта. Это тирлист от моего лица, вот как в пабликах. Как в пабликах. От моего лица, как я вижу паблики, на каких героях я бы сам играл и насколько бы я сильно их оценил. Ну, допустим, на Вайпере в соло можно выиграть. Ну, не в соло, но можно там убивать. Ну, не знаю, на Винаторе тоже. Ну, это вот Вайпер, Винатор. Вот Винатора можно сюда поставить, типа. Наверное, вот сюда. Ну, здесь плюс-минус. Ну, допустим, Дриттера сюда поставить, ну, не ошибка будет. Лэша тоже. Там, не знаю... Ну, Винатора я бы сюда не ставил. Ну, это сильные герои, но, блин, не знаю. Я просто оцениваю от своего лица, вот как я паблик играю.